Bora'nın kimliği kesinleşti. O artık resmen Boran Albora. Tek başına Boran'ı içeride bırakamam Aliye. Gitmek zorundayım. Lütfen. Oğlum. O senin kızın değil. Ben de senin oğlun değilim. Biz senin ailen değiliz artık. Biz gidelim o zaman. Yani eğer bir çocuğumuz olursa biz nasıl olacak burada böyle? Kızımız olacak. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Давайте вместе посмотрим, что произойдет в новой серии. Хотел ли Демир убить барана? Изменит ли ничего не подозревающий поступок Джихана, который бросился на его сторону и пренебрег собственной жизнью, отношения барана и Садаката? Как эта стрельба повлияет на Алью и Джихана? Попадет ли баран в тюрьму за убийство Сулеймана Бейбарса? Будет ли раскрыта личность барана и будет ли он за это наказан? Когда Алия пожалуется Джихану, согласится ли Джихан и выслушает ее? Поддержит ли Экмель барана и попытается ли вызволить его из тюрьмы? Что сделает Джихан, чтобы спасти барана? Сможет ли Экмель завоевать расположение барана после того, как Шахин и Зерин отвергли его? Как будут развиваться любовные отношения Каи и Зерин? Будет ли Эпек шпионить за Каей и выдаст ли их местонахождение? Будет ли у Нари и Шахина ребенок? Подаст ли баран в суд на расторжение брака Алии и Джихана, когда его личность станет известна? Приведет ли все это к укреплению связи между Алией и Джиханом? Все это и многое другое в этом видео. Если вы хотите, чтобы Алия и баран оставались вместе, чтобы не делал Джихан. И если вы хотите, чтобы баран осознал несправедливость, которую он причинил Джихану и Алие, отбывая наказание за совершенное им убийство и необходимость изменить свою жизнь, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. А теперь перейдем к нашему анализу. Приятного просмотра! Баран врывается к Алье во время танца халай, тянет ее за руку, и ситуация превращается в хаос. Джихан сначала пытается защитить Алью, но затем неконтролируемый порыв барана перерастает в хаос. По мере нарастания напряжения события принимают совершенно другой оборот, в барана стреляют, и Джихан, не задумываясь, бросается перед ним, чтобы защитить себя. Поступок Джихана, защищающего барана, пренебрегая собственной жизнью, глубоко потрясает Садакат Ханем. Баран впервые подавляет свой гнев по отношению к Джихану, и после этого инцидента отношение барана начинает кардинально меняться. Стрельба в Джихана станет для Альи тяжелой травмой. Аля запаникует, когда Джихан будет ранен. Ее любовь к Джихану станет еще более очевидной, и Алья больше не сможет скрывать свой страх потерять Джихана. Вопрос о том, стоит ли за этим нападением Демир, откроет двери к серьезному конфликту. Планы Демира в отношении Зерин и Шахина будут сорваны, а побег Зерин будет предотвращен, что породит предположение о том, что он, возможно, предпринял этот шаг, чтобы устранить барана. Это подозрение будет оставаться актуальной темой еще долгое время. Находясь в больнице, Джихан исследует подробности этого нападения и понимает, что правда приведет к убийству бараном Сулеймана Бейбарса. Преступление барана теперь будет полностью раскрыто, и ему снова грозит арест. Открытие того, что настоящая личность барана – фальшивка, усугубит ситуацию, сделав его тюремное заключение по обвинениям как в убийстве, так и в подделке документов практически неизбежным. Эти события приведут к расколу между Алией и Джиханом. Алия резко раскритикует Джихана за то, что тот постоянно подвергает себя опасности и защищает барана. Джихан согласится с упреком Алии и начнет действовать более осторожно, не открыто, а своими действиями демонстрируя, что будет действовать в соответствии с чувствами Алии. Слова Алии глубоко повлияют на Джихана, и теперь Джихан постарается уберечь Алию от последствий инцидента с бараном. Экмель, однако, чувствует себя совершенно отчужденной, поскольку ее отвергают и Шахин, и Зерин, и это одиночество подтолкнет ее обратно к барану. Когда становится ясно, что барана посадят, Экмель сделает все возможное, чтобы спасти его, встретится с адвокатами, попытается найти деньги и связи и даже попытается привлечь Надима.
Однако присутствие Надима в Сирии осложнит ситуацию, и Экмель прибегнет к другим методам разрешения ситуации. Несмотря ни на что, Джихан, будучи отцом Денис, не позволит Барану окончательно сдаться. Он будет искать смягчающие обстоятельства и добиваться смягчения приговора. Однако единственной целью Джихана будет не оправдание Барана, он будет действовать, понимая, что для ребенка необходимо поддерживать порядок. Тем временем история Каи и Зерин принимает гораздо более эмоциональный оборот. Известие о рождении ребенка полностью изменит мир Каи, и Зерин наконец-то твердо и открыто пойдет навстречу любимому человеку. Однако раскрытие плана Зерин по ее отправке в Германию, растущий гнев Демира и горе Ипек приведут к новым проблемам. Шок не позволит Ипек простить Каю, но и оторваться от ее любви она тоже не сможет, поэтому она тайно следит за местами встреч Каи и Зерин и, сама того не подозревая, выдает их местонахождение. Это преследование подвергнет серьезной опасности и Зерин, и ребенка, а Джихан резко отреагирует на Ипек, когда узнает об этом. Отношения Нари и Шахина также изменятся в этот период. По мере укрепления их эмоциональной связи возникает вероятность рождения ребенка. Привязанность Нари не только к Шахину, но и ко всей семье еще больше усилит эту возможность, и это развитие создаст прочную семейную связь в будущих сериях. Когда ложная личность Барана будет раскрыта, Баран попытается официально расторгнуть брак Алии и Джихана, найдя лазейку в записях гражданского состояния Алии и Джихана. Однако эта попытка провалится, потому что ему больше никто не доверяет. Более того, после покушения на Джихана связь между Алией и Джиханом станет крепче, чем когда-либо, и этот околосмертный опыт сотрет все расстояние между ними. Джихан продолжит защищать Алью и ее семью ценой своей жизни, и Алия осознает, что место Джихана в ее жизни безвозвратно возросло. Все эти события свяжут отношения Алии и Джихана, как эмоционально, так и в смысле предопределения, и еще больше укрепят их связь. На этом мы завершаем очередной анализ. Не стесняйтесь делиться своим мнением в комментариях. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы не пропустить новые видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.